Молчать большой талант. Чашечка у меня. Так. Ну, друзья мои, волнующая тема сегодня. Главный герой сегодня не человек, а остров. Остров, вокруг которого происходило много чего интересного. Остров этот удивительный и, возможно, даже уникальный. Он является частью древней Берингии. Так его иногда называют, осколок древней Берингии. Очень поэтично, по-моему. Берингия, как вы, наверное, догадываетесь, это большой участок суши, который поднимался из-под воды на том месте, где сейчас Берингов пролив, и объединял Азию с Америкой. И происходило это, конечно, в глубокой-глубокой древности, до появления человека еще происходило, и вообще в истории Земли это происходило 6 раз, как говорят палеогеологи. И вот последний раз, когда эта огромная, неведомая нам сегодня страна появилась над поверхностью океана, вот этот последний отрезок был от 32 до приблизительно 13 тысячелетия назад. То есть 10 тысяч лет до нашей эры эта земля снова погрузилась в пучину морскую. И остался только один ее фрагмент. Это и сегодня самый высокий остров в Арктике. А рядом, недалеко от него, еще одна торчащая скала. Ну, такая неудобная для жизни, что там мало что живое задерживается. И вот сегодня поговорим об этом острове, который пока для нас не имеет названия, а называется просто осколок древней Берингии. Это удивительный совершенно остров, который никогда не был под ледниками. Во время ледникового периода ледовый щит сползает с севера на юг и сгребает все породы, все, что было на поверхности, все живое сгребает. А вот этот остров никогда не подвергался такому воздействию, и поэтому там до сих пор сохранились наслоения времен плейстоцена. То есть это мамонтовая эпоха. Кроме того, именно на этом острове мамонты существовали дольше всего. Ну, в общем, все по порядку. Во-первых, есть две версии, почему эта земля то поднимается, то опускается, то появляется, то исчезает. Значит, первая версия такая. Когда начинается ледниковый период, вода собирается в ледовый щит, и поэтому уровень океана падает. И эта подводная возвышенность просто показывается над водой. Другая версия, что давление на дно ослабевает из-за того, что уровень океана падает, да, и почва поднимается. Ну, насколько мне известно, большинство географов придерживаются первой версии. Вот в этот самый последний период, который закончился 10 тысяч лет до нашей эры, люди перешли из Азии в Америку, а животные мигрировали в обоих направлениях. Я с удивлением узнала, что, например, лошади и верблюды пришли как раз из Америки в Евразию. И произошло это так давно, что когда европейцы появились в Америке со своими лошадьми, то индейцы смотрели на лошадей как на неведомых чудовищ. Знали бы они, откуда лошади в Европе появились. Вот бы они удивились тогда. Что же за животные обитали в Берингии в то самое далекое время? Ну, во-первых, это были шерстистые слоны, то есть мамонты, шерстистые носороги, пещерные всякие там львы, пещерные гиены, пещерные медведи, сайгаки, антилопы, всякие зайцеобразные животные. То есть эта фауна очень похожа на саванную и отчасти степную. Почему? Потому что в Берингии, которая очень похожа, казалось бы, на тундру, вместо мхов произрастали злаки в изобилии. И этими злаками питались все копытные, а копытными, в свою очередь, хищники, и все были довольны. Кроме того, из-за сухого климата снежный покров был очень тонким. Поэтому даже зимой добывать вот это сено, эту травку и низкие деревца из-под снега не представляло труда. Во всяком случае, уж для мамонтов-то точно. Когда там появились люди, а люди появились в Арктике довольно поздно, то есть вот как раз в этот период, когда Берингия была сушей, то это были уже опытные охотники. Они уже умели добывать огонь, они уже научились охотиться на крупных животных группами. Поэтому
животные, обитавшие в Берингее, были совершенно перед ними беззащитны. У них не было времени адаптироваться к этим вот странным двуногим. Таким образом, они быстро истреблялись людьми. Но, слава богу, закончился период существования Берингеи, и вода снова стала подниматься, и животные спасались на возвышенностях, которых становилось все меньше и меньше, и, наконец, остался вот этот вот единственный остров, который стал рефугиумом, что означает убежищем, вот таким райским островом для тех, кто смог до него добраться. И там организовалась какая-то совершенно автономная и очень гармоничная своя собственная жизнь. Самыми главными там были мамонты, ну и вся сопутствующая им так называемая мамонтова фауна. Все бы хорошо, людей там, по всей видимости, не было, потому что мамонты существовали там достаточно благополучно, судя по раскопкам, и никто их не истреблял. Но поскольку остров небольшой, всего 7,5 тысяч квадратных километров, он не мог кормить безграничное количество крупных животных, поэтому они все сокращались, и сами уменьшались в размерах и превратились, наконец, в карликовых мамонтов, которые были высотой, примерно с пони, или больше, там, с нормальную лошадь. Но что для мамонта все равно это в 2 раза меньше, чем нормальная высота. Так вот, жили там эти мамонты, не подозревая о том, что происходит на материке, а все живое на материке ничего не знало об этих мамонтах, долго-долго, на 5000 лет дольше, чем жили мамонты на материке. То есть последние мамонты жили на этом острове, примерно 3700 лет назад, да, то есть это 1700 до нашей эры. 1700 лет до нашей эры – это время, когда уже все древние цивилизации, Месопотамия, Египет, даже Китай, они уже достигли расцвета и упадка не один раз. То есть мы привыкли видеть мамонтов, да, на картинках, окруженных первобытными людьми, совершенно дикими. А тут одновременно существуют, но отдельно друг от друга, вот эти мамонты, и люди, которые уже изобрели письменность, математику, архитектуру, я не знаю, поэзию, деньги, все, что сейчас есть в современной цивилизации, было уже изобретено, а мамонты все еще существовали. Вот меня просто поражают эти параллели. Но в конце концов, все когда-нибудь заканчивается, да, и из-за близко родственного скрещивания бесконечного эти мамонты вымирали постепенно и, наконец, вымерли. Но археологические раскопки показывают, что последние мамонты могли встретиться с палеоэскимосами, которые жили и охотились на этом острове приблизительно в это же самое время. Но нет прямых доказательств того, что эти палеоэскимосы охотились именно на мамонтов. Итак, мамонты вымерли, а остров оставался необитаемым и безымянным еще много-много столетий. Когда же остров получил имя? Много-много столетий люди жили, ничего не зная об этом удивительном острове. И он их совершенно не интересовал. Люди творили свою человеческую историю. И вот дело дошло до того, что все арктические острова восточного полушария оказались, гипотетически, принадлежащими Российской империи. Потому что вроде бы на них больше никто не претендовал. Но для того, чтобы объявить какую-то землю своим владением, нужно, во-первых, ее увидеть, открыть, так сказать, нанести на карту, дать ей имя, желательно еще заселить каким-то образом. Как бы этот остров в туманах не скрывался, и несмотря на малый ледниковый период, который, как мы знаем, с 16 до конца 19 века очень осложнял арктические плавания, все-таки чукчи и инуиты с берега в хорошую погоду видели всегда в одном и том же месте горы. И понимали, что это остров, а не какой-то движущийся ледяной айсберг. И не мираж. И эти слухи доходили до российских колонизаторов, которые продвигались все дальше и дальше на восток, все больше и больше осваивали эти земли, наносили их на карты и так далее. И вот на карте начала XVIII века, которая называется «Карта мест от реки Енисея до Камчатки лежащих» Федора Бейтона, этот остров был обозначен, но не имел имени. Карта эта была такая локальная и не очень достоверная. И вот в 1820
в эти 4 года, состоялась очень важная экспедиция под руководством Фердинанда Петровича Врангеля, тогда еще лейтенанта, а в будущем и адмирала, и сооснователя Русского географического общества, и почетного члена Академии наук, и, мало того, еще и руководителя русской Аляски на протяжении 6 лет, но это все будет позже. И вот сейчас еще он лейтенант, и он руководит этой экспедицией, которая должна картографировать побережье Восточной Сибири. От местных жителей, от Чукчи, Врангель знал, что существует этот остров, и он сам смотрел на него в бинокль. И несколько раз пытался дойти до него на собаках, на собачьих упряжках, потому что ни о каких плаваниях речи быть даже не могло. И вот каждый раз путь ему преграждало огромное разводье. Он вынужден был возвращаться. Пробовал еще раз, опять то же самое. Ему бы взять с собой лодки. Он, может, продолжил бы свой путь, но по каким-то причинам он этого не сделал. Однако, убедившись в том, что остров все-таки есть, хотя и ни разу его не достигнув, уж не говоря о том, чтобы его обследовать, Врангель нанес его на карту. И эта карта во всех остальных своих деталях достаточно достоверная и точная, закрепила этот остров за Российской империей. Сейчас. Да, а вот еще что интересно, от этого же Чукчи Врангель узнал, что до недавнего времени, еще несколько десятилетий назад, с этого острова приходили по льду стада оленей, которых стали активно истреблять люди и волки, и поэтому они, приходить перестали. Но мало того, приходили еще и люди. И якобы там жили какие-то люди, предположительно смешанное население, может быть, и инуиты, и чукчи, и еще какие-то народы, которые жили там временно, потому что это был такой перевалочный пункт между Аляской и Чукоткой, между теми народами и этими, которые и до сих пор-то часто родственники. Ну а тогда это просто не было для них каким-то непреодолимым препятствием, этот Берингов пролив. Знаете, я вот думаю, почему они, например, через этот остров именно общались, почему они через Диомидовые острова не хотели, например, осуществлять свою там торговлю, обмен какой-то, они вроде бы ближе. А ответ такой: во-первых, у них не было карты, они не знали, что, может быть, даже есть эти Диомидовые острова, и, может быть, они не считали, что это удобнее, а может быть, течение как раз приносило их быстрее от Аляски вот к этому острову, чем к Диомидовым островам. Это все такие загадки палеопутешествий древних. Так вот, Фердинанд Врангель придерживался того мнения, что остров таки был когда-то обитаем. И вот этот таинственный народ, может быть, очень пленял и Обручева, который назвал их анкелонами и рассказал про них в своей полуфантастической книге «Земля Санникова». Но так или иначе, уже к 20-м годам 19 века остров точно был необитаем, никто там не жил ни временно, ни постоянно, и никто не мог его достичь. Может быть, никто и не пытался. Так остров оставался необитаемым еще несколько десятилетий. Необитаемым. Нет, так остров оставался безымянным и необитаемым еще несколько десятилетий и страшно манил к себе. Друзья мои, не зря капитан Врунгель говорил, что имя корабля – это очень важно. Про имена кораблей можно рассказывать такие истории, иногда случаются такие совпадения. Ну, например, наверное, самое известное – это корабли под названием «Террор» и «Эребус», которых я не понимаю, по каким соображениям англичане отправили в и без того ужасные, пугающие и опасные плавание по северо-западному проходу. Можете себе представить? Ну, ничего удивительного нет в том, что с 1745 года экспедицию Франклина никто больше никогда не видел. Они пропали без вести, и следующие полвека были ознаменованными нескончаемыми поисково-спасательными экспедициями. Было совершено по ходу дела множество географических, этнографических открытий и всяких разных других, но северо-западный проход так и не был покорен ни одной из этих экспедиций, и прошел его только, как мы знаем, Роальд Амундсен в 1903-1906 годах на своем утлом, можно сказать, суденышке Йоа, и зато англичане люто его не взлюбили с тех самых пор. Так вот,
Когда экспедиция Франклина пропала, очевидно было, что что-то не так, что-то с ними случилось плохое. Начали отправлять одну спасательную экспедицию за другой, и этим активно занималась супруга, а на самом деле уже вдова Франклина. И вот в 1849 году два судна, Геральт и Пловер, были направлены в Берингов пролив поискать экспедицию Франклина с другой стороны. Ну, вдруг они прошли уже северо-западным проходом и где-то вот стоят уже там, на западе. Естественно, и эти два корабля пришли туда не северо-западным проходом, а вовсе даже с другой стороны, с юга. Они обследовали Берингов пролив и поднялись немного севернее. И вот с корабля Геральт увидели скалистый остров, который тут же и назвали именем корабля. Остров Геральда, так он сейчас и называется. И вот от этого острова они отчетливо увидели другой большой остров, который они приняли за оконечность материка. И вот капитан Келлет, кажется, его звали. Да, капитан Келлет дал название и той земле тоже, назвав ее землей Пловера в честь второго судна. Но также называли ее и землей самого этого Келлета. Ну, так они все записали там в своих картах, но почему-то это название не прижилось. И спустя, в общем-то, почти 20 лет, в 1867 году, американский китобой, который никого там не искал, никакого Франклина, и островов никаких не собирался открывать, он просто по своим китобойным делам подошел с юга к этому острову, к нашему. Я думаю, что он пользовался картой Врангеля. Поэтому он и назвал этот остров островом Врангеля. Вот, наконец, он получает имя, и я тоже теперь так его буду называть. Потому что он, этот самый человек по фамилии Лонг, первым приблизился к этому острову достаточно близко, чтобы убедиться в том, что он действительно существует, что он соответствует более-менее каким-то очертаниям на карте, и вот он дал ему имя. А может быть, он ничего не знал о той экспедиции Келлета и не знал, что уже есть название у этой части суши. Так или иначе, остров стали называть островом Врангеля, а пролив, который отделяет остров от материка, называется проливом Лонга. Ну, к концу XIX века арктические плавания становятся все активнее. И штурмуют не только северо-запады, но и северо-восточные проходы. И все мы прекрасно знаем, что в 1878 году шведский исследователь Эрик Норденшольд на своем судне «Вега», хорошее название, впервые успешно прошел этим северо-восточным проходом из Европы в Берингов пролив. Но, чуть-чуть не дойдя до Берингового пролива, он понял, что судно рискует застрять во льдах, и течением его может унести обратно на запад. Чтобы не рисковать, он принял решение зазимовать в Колючинской губе, что и было сделано. Но место там было такое пустынное, что ему некому было передать весточку о том, что с ним все хорошо, что все нормально, команда просто зимует. И весь мир ничего не знал о Норденшольде. И увидев, что он не вышел в Берингов пролив в назначенное время, стали отправлять спасательные, как водится, экспедиции. Так вот, на следующий же год, в 1879-м, из Сан-Франциско на спасение этой самой Веги вышло судно под названием «Жанетта» под руководством Джорджа де Лонга. К сожалению, Жанетта до того, как стать Жанеттой, называлась Пандорой, что ее судьбу, наверное, отчасти предопределило. Короче говоря, когда Жанетта дошла до Колючинской губы, они там никого уже не застали. И местные чукчи сказали, что Вега благополучно перезимовала, уже ушла в Берингов пролив, уже весь мир узнал, что ура, проход этот наконец-то покорен и пройден, Норденшольд молодец, и Вега цела невредима, все замечательно. А де Лонг подумал, чтобы 2 раза судно не гонять, попробовать дойти до Северного полюса. В это время уже начинается вот эта лихорадка по достижению и покорению Северного полюса. И он отправляется севернее. Но недолго, в общем-то, продолжалось это движение. И вот севернее того самого нашего острова Врангеля Жанетта вмерзает в лед. И начинается 2-летний дрейф. Жанетта движется на северо-запад.
И пока еще команда чувствует себя вполне благополучно, проводит какие-то исследования научные, и, в общем, все не так уж плохо, как это каждый раз случается на дрейфующих судах, потому что у них есть запас продовольствия, люди пока еще как-то умеют себя занять. Но вот Жанетта доходит до Новосибирских островов, вернее, севернее Новосибирских островов, и около самого, пожалуй, северного или одного из самых северных маленьких островков, который получил имя Беннета, соорганизатор этой экспедиции, Жанетта окончательно уже гибнет. Команда к этому готова, они припасы все сгружают на лед, собирают шлюпки, и де Лонг ведет их к материку. Идти им до устья Лены 800 километров. Это очень тяжелый путь, но им повезло, что все это случилось в середине лета. По крайней мере, стоит полярный день. Это облегчает их задачу. И вот они по этим торосам, очень тяжело, таща за собой эти лодки, доходят, наконец, до открытой воды. И тут им приходится разделиться, потому что есть 3 шлюпки, и они по ним рассаживаются. И когда они выходят в море, начинается буря, и всех их разметало. Они теряют друг друга из виду. И добравшись уже до материка, к сожалению, 2 группы из 3 погибнут. Останутся живыми только те, кто были в одной единственной шлюпке. Среди погибших будет и сам де Лонг. Люди умрут от истощения в устье Лены. И руководитель вот этой спасшейся группы организовал поиск, и он нашел их, но, к сожалению, уже слишком поздно, все были уже мертвы. Что касается Жанетты, то ее обломки продолжают дрейф. И спустя 3 года у берегов Гренландии их обнаруживает молодой, подающий большие надежды, норвежский ученый Фритьёф Нансен. Поскольку было известно место гибели судна, а находит он ее у берегов Гренландии, гораздо западнее, Нансен понимает, что это подтверждение теории дрейфа льдов, и он понимает теперь приблизительно траекторию движения судна, если оно будет вморожено в лед, но не погибнет, как Жанетта. И он начинает планировать свою знаменитую экспедицию на Фраме, которая благополучно состоится и закончится без всяких человеческих потерь в 1893-96 годах. И это судно будет называться Фрам, что значит «вперед». И вот, друзья мои, если говорить о неожиданных побочных плодах спасательных экспедиций, то спасательная экспедиция, организованная ради Жанетты, которую, конечно, тоже искали, пытались найти, в 1881 году американское паровое судно под названием «Томас Корвин» впервые подошло вплотную к острову Врангеля. Они шли к тому месту, где Жанетта вмерзла в лед. И вот только это судно впервые в истории человечества, во всяком случае, как это человечество думает, впервые смогло причалить достаточно близко, чтобы люди доплыли на шлюпках до острова, обследовали его, весь посмотрели, походили, померили и, недолго думая, провозгласили его территорией США и установили там американский флаг. С тем и распрощались они с островом Врангеля, и остров снова опустел на 30 лет. За те 30 лет, которые прошли с 1881 года, когда остров Врангеля был вдруг объявлен американским, прошло множество важных событий. И в частности, русско-японская война и то самое роковое сражение при Цусиме, которое стало огромным ударом для Российской империи, но в то же время и толчком для создания ледокольного флота. И вот, кроме того, для изучения, вот именно нормального, скрупулезного изучения северо-восточного побережья, без всяких рекордов, без всяких сенсаций, спокойно, нормально, научно изучить течение, климат, состояние льдов, подробные абресы всех побережий, посмотреть, какие острова еще не открыты. В общем, все нормально, по-человечески, очень серьезно. И это была, пожалуй, одна из самых
лучших, самых глубоких, самых прекрасно организованных научных экспедиций 1910-1915 годов. Два ледокола «Вайгач» и «Таймыр» должны были заниматься вот этим обследованием северо-восточного побережья. Они двигались с востока на запад. Впервые, честно говоря. Они выходили из дальневосточного порта, когда начиналась навигация, занимались своей работой и с окончанием навигации уходили в безопасные гавани, где обрабатывали все научные материалы, никто там не дрейфовал, во льдах не замерзал, в общем, все было нормально, без всяких экстремальных ситуаций. Интересно, что в 1912 году из этой экспедиции уволился помощник начальника экспедиции Георгий Брусилов, тот самый, который в том же 2012 году организовал свою экспедицию на шхуне «Святая Анна». И мысль-то у него была двигаться навстречу вот этой вот экспедиции крупной, которая называется ГЭСЛО, гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана. Значит, те идут «Вайгач» и «Таймыр» с востока на запад, а Брусилов на своей «Святой Анне» идет, наоборот, с запада на восток, возможно, встречается с этой экспедицией и, возможно, становится первым русским, который таки пройдет целиком и полностью северо-восточный проход. Не давала ему покоя эта история. Но не суждено ему было пересечь даже Карское море, а судьба его была сгинуть во льдах севернее земли Франца Иосифа. И вся эта история со Святой Анной стала основой для романа Каверина «Два капитана», как вам известно. А что касается этой экспедиции самой, то в 1911 году, еще до того, как Брусилов уволился из нее, Вайгач подошел к острову Врангеля. Команда произвела подробнейшее исследование этого острова, удалили американский флаг, установили российский и снова объявили его частью Российской империи. Когда экспедиция закончилась уже, закончилась она, можно сказать, огромным успехом, потому что было совершено последнее на планете крупное географическое открытие. Была открыта земля Николая II, которая сейчас называется Северная земля. Это достаточно большой архипелаг арктический. Так вот, после этого в 2016 году российское правительство разослало ноты всем государствам, где объявляло все арктические острова восточного полушария принадлежащими Российской империи. Никаких возражений не последовало, поэтому так они и закрепились за Россией. Так вот, когда еще вся эта экспедиция шла своим чередом, и когда в Западной Арктике, ну, то есть в европейской, скажем так, завязывались трагические события, 3 экспедиций, как мы знаем, Брусилова, Седова и Русанова, в восточной части Арктики тоже была очень похожая история с не менее далеко идущими последствиями. Я имею в виду канадскую арктическую экспедицию. Канада долгое время не включалась во всю эту арктическую гонку, пока, наконец, правительству не стало очевидно, что мы сейчас находимся в западном полушарии, что восточная часть Арктики уже занята англичанами, а западная, тут Аляска, она принадлежит американцам. Что же остается Канаде? Канада понимает, что надо срочно исследовать свой вот этот канадский архипелаг, открывать земли, объявлять их своими, иначе они просто останутся ни с чем. И вот организована канадская арктическая экспедиция 1913-16 годов, то есть практически одновременно с нашей ГЭСЛО. И, может быть, даже отчасти вдохновленные ею, кто знает. А инициатором этого всего огромного предприятия был Вильгельмур Стефансон. Фигура харизматичная и очень неоднозначная в ряду выдающихся полярников, полярных исследователей. Про него, конечно, следует подробнее рассказать, но я так особенно вдаваться не буду. Скажу только, что это была уже 3-я экспедиция, в которой он участвовал, собственно, которую он организовал. В первой его рекомендовали как этнографа, но он
достигнув устья реки Маккензи, не смог соединиться с основной группой экспедиции, но они там не нашли друг друга, и поэтому он фактически самостоятельно проводил свои исследования. То есть он провел зиму в семье местного жителя, инуита, и изучал быт, способы охоты, ну, в общем, все, как это обычно бывает, и не чувствовал никакого дискомфорта. То есть он был на полном обеспечении этой семьи, ему не приходилось ни охотиться, ничего там добывать, ни готовить, ни шить, ни о чем беспокоиться. Он жил на всем готовеньком, проводил свои исследования и, значит, делал записи важные. И он сделал вывод такой, что в Арктике вообще нормально жить. Арктика вполне гостеприимна, она может дать человеку все, что ему необходимо для выживания. Поэтому для экспедиций научных совсем не надо тащить с собой все припасы там, на несколько лет, и собак, и вот это все. Не надо, в Арктике все можно получить. Тут, конечно, есть важный нюанс, да, кто может это все получить? Белый человек, так называемый, или местные инуиты, которые столетиями уже приспособлены к жизни здесь. И вот Стефансон, вторая его экспедиция прошла достаточно успешно, он после нее прославился. Он изучил остров Виктории, канадского архипелага, утверждал, что он нашел там белых эскимосов, что это якобы потомки вот этого норвежского древнего мореплавателя Лейфа, забыла его фамилию. Ну, в общем, это была какая-то спекулятивная история, по крайней мере, она была подхвачена журналистами, и там начали такое писать, что «Ой, белые люди в Арктике, там потерянное племя», все такое. Тут начали критиковать и Амундсен, и Нансен, что самое страшное, прям жестоко критиковали Стефансона. И когда он, наконец, написал отчет по этой экспедиции, он там как-то все скромненько, нормально описал, и, в общем, прекратили его травить фактически. Но, в общем-то, полярное сообщество его недолюбливало. Он был слишком шоумен для такого ремесла. Тем не менее, ему удалось убедить канадское правительство спонсировать прямо сложнейшую экспедицию в Арктику. Она должна была состояться на 3 судах. У каждого была своя программа. И сам Стефансон был на судне «Карлук», купленном специально для этого похода. Капитаном ее был нанят Роберт Бартлетт. Это легендарный полярный капитан из династии ньюфаундлендских капитанов. Он же был капитаном судна «Рузвельт», на котором, собственно, Роберт Пири прикатил в очередной раз в Гренландию и, наконец-то, в последний раз, когда он якобы достиг Северного полюса. Бартлетт был очень опытным капитаном, но, к сожалению, вскоре после выхода из Нома Карлук был затерт льдами. До сих пор вопрос, кто в этом виноват. То есть 2 остальные судна как-то миновали этой участи, а Карлук, значит, нет. Они должны были исследовать остров Хершел в море Бофорта, а вместо этого вмороженный в лед Карлук начал дрейфовать куда? Конечно, в сторону нашего острова Врангеля. Стефансон вообще-то имел большие виды на эту экспедицию. Он что собирался делать? Он собирался открывать новые земли, и канадское правительство дало ему полномочия их открывать и объявлять канадскими землями. То есть он просто государственный человек, и ему совершенно ни к чему сидеть на этом судне и катить неизвестно сколько в неизвестном направлении, то есть известно, что не в нужном направлении. Проходит какое-то время. Все это в августе произошло. И вот уже 20 сентября Стефансон решает отправиться на охоту. В общем-то, понятно, что придется зимовать, что надо готовить припасы. И вот Стефансон отправляется на охоту, а с собой берет, вы удивитесь, не только 2 инуитов, но фотографа, этнографа и метеоролога, в общем-то, на охоту. Он оставляет подробные инструкции, что делать в случае, если они вдруг не смогут вернуться на судно, потому что в этот момент Карлук стоял на месте, но ведь он его может и понести в любой момент. Оставил инструкции и был таков. Вероятно, Бартлетт, капитан, подозревал, что Стефансон уже не вернется.
Но потом Стефансон утверждал, что они пытались, но не смогли найти Карлук, и поэтому им ничего не оставалось, как двигаться к материку, которого они благополучно достигли, перезимовали там, встретились еще вот с другими частями экспедиции, но с ними Стефансон как-то не поладил. И с началом следующей навигации он отправился в свою, можно сказать, капсульную такую экспедицию по островам канадского архипелага. И слонялся там несколько лет, 5 лет, собственно. И вернулся со множеством открытий. Он действительно открыл несколько островов, добыл много всяких ценных сведений, в том числе этнографических. И, в общем-то, он выполнил свою миссию, он молодец, но он бросил Карлук. Достигнув материка, он отправил весточку, что Карлук вмерз в лед и дрейфует. Но никаких попыток организовать спасательную операцию не было. Он считал, что все нормально. Ну вот был же Фрам, с Фрамом же ничего не случилось. Ну и не надо беспокоиться, припасов у них достаточно, все будет хорошо. Ну где-нибудь там выйдут они из ледового плена у берегов Гренландии, Шпицбергена, ну где-нибудь, когда-нибудь, да и бог с ними. И пошел заниматься своими делами. А на Карлуке было 25 человек. Члены команды, несколько инуитов, которых взяли для того, чтобы они охотились. И там были еще 2 женщины, которые должны были шить одежду. Ну и, конечно, группа исследователей, ученых. Бартлетт понимал, что рано или поздно Карлук погибнет во льдах. Они его раздавят, потому что судно не было достаточно прочным для таких долгих дрейфов. И, в общем-то, все были готовы. Все продовольствие, все самое ценное они сгружали на лед. При этом Бартлетт дал приказание не забирать с корабля предметы роскоши, потому что он понимал, что все это придется потом тащить на себе к земле. К предметам роскоши относился, например, табак, который не забрали с судна. Но спасли несколько книг из библиотеки. Библиотеки – это очень важная часть экспедиционного судна. Потому что люди должны были как следует продумать свой досуг, чтобы с ума не сойти. И брали с собой все способы там, развлечения, которые были доступны на тот момент. Например, вот на Карлуке была Виктрола. Это что-то вроде граммофона, который на логотипе, вы, наверное, знаете, такая собачка, которая слушает звуки, выходящие из вот этой трубы. Так вот, там была Виктрола, там были книги, там были разные игры настольные, такие-сякие. Так вот, про библиотеку, что я хотела сказать. Вы никогда не догадаетесь, какую книгу больше всего брали из этой библиотеки канадские моряки, и которую они спасли с тонущего корабля. И это была книга Джейн Эйр. Такие сентиментальные ребята. А сам Бартлетт, между прочим, в каждую свою экспедицию брал Омар Хайяма, Рубаи. Такой более изысканный вкус у человека. Так вот, все необходимое они сгрузили на лед. Инуиты уже построили иглу, в которых были печи. Для печей было достаточно угля. То есть команда уже подготовила себе более-менее нормальное существование на льдине. И вот 10 января 1914 года Карлук наконец затонул. Последним его покинул Бартлетт, который на этой Виктроле заводил траурный марш Шопена и стоял на капитанском мостике до тех самых пор, пока он не сравнялся уже с уровнем льда и тогда уже перешагнул на льдину. Так вот, вскоре после этого, по поручению Бартлетта, 7 человек, моряков, пошли в сторону острова Врангеля. Они были, значит, с собачьими упряжками, везли все необходимое для себя. Предполагалось, что они доберутся до острова Врангеля и разобьют там лагерь, чтобы к прибытию всех остальных уже было, в общем, все готово. 3 должны были вернуться назад, то есть они помогали только вот тащить вещи. Так вот, эти 3 вернулись, а 4 дошли до разводья и остались ждать, когда оно затянется льдом. Больше их никто не видел. Спустя лет 10 их останки нашли на острове Геральда. Вероятно, они перепутали один остров с другим,
И они умерли какой-то странной смертью, явно не от голода, потому что у них при себе были целые консервы. В итоге вернулись трое, а 4 пропали без вести. И вот 3 ученых и 1 матрос принимают решение покинуть судно и пойти пешком самостоятельно, не дожидаясь наступления полярного дня. По уставу ученые капитану корабля не подчиняются. Они подчиняются руководителю экспедиции, который ушел на охоту. Поэтому Бартлетт берет с них со всех 4 расписку в том, что они берут на себя ответственность за свою судьбу, что Бартлетт их предупредил обо всех опасностях, но они, как взрослые люди, принимают самостоятельное решение. Они все дали ему эти расписки, и Бартлетт взял с них эти расписки, выделил им необходимое продовольствие, сани, предложил им собак, но те отказались, совершив, конечно, роковую ошибку, и пошли. Бартлетт впоследствии говорил, что они погибли уже в тот самый момент, когда покинули лагерь. Действительно, все 4 погибли. Подождав еще немного, 13 февраля 17 человек, оставшихся под командованием Бартлетта, двинулись в сторону острова Врангеля. И это был очень тяжелый путь. Как вы знаете, в торосах никакой дороги нету. Часть людей были уже истощены к тому времени, у кого-то что-то там болело. Ведь люди постоянно на холоде находятся, какие бы печки там ни топили, они все равно в ледовой хижине. С ними были еще маленькие дети, инуитская семья. Но, к счастью, все они целые и невредимые, хоть и с большим трудом, достигли острова Врангеля. Там Бартлетт приказал им разделиться на 3 лагеря и поселиться в отдалении друг от друга. Он понимал, что так им будет легче охотиться и добывать себе пищу. Сначала он думал, что вся вот эта вот компания и пойдет дальше, немножко отдохнув на материк. Но когда уже они прибыли на остров Врангеля, он увидел, что люди не дойдут. Поэтому он принял решение пойти самому и взять с собой самого молодого и выносливого инуита, парня по имени Катактовик, который был отличный охотник, и его за это качество и взяли в экспедицию. Тут, понимаете, ситуация, когда руководитель покидает свою экспедицию, но для того, чтобы их спасти. Да, если Стефансон просто бросил их, пошел своими делами заниматься, то Бартлетт другое дело. Он поступил так, как в 16 году сделает Шеклтон, уже в южном полушарии. Это просто подвиг славы беспримерный. Так вот, они вдвоем отправляются пешком на материк. Бартлетт очень сдержанно потом описывал это в своих мемуарах, но, в общем, было понятно, что это было нелегкое путешествие. Они очень торопились, потому что понимали, что потребуется много времени для того, чтобы, во-первых, дойти, всех оповестить, кого надо, организовать помощь, чтобы они еще успели в эту навигацию добраться до острова Врангеля, чтобы всех спасти. А что там с теми происходит, вообще непонятно. Смогут ли они охотиться, насколько успешно, кто там заболеет, кто выживет. Поэтому оторопились так, что пищу не готовили, питались только сырым мясом. И все-таки, знаете, это вообще напоминает вот это на юг к земле Франца Иосифа, да, когда Альбанов и Конрад, это вот как раз со шхуны «Святая Анна», экспедиция Брусилова, тоже часть команды оставила судно, да, и они пошли к земле. В общем-то, это было единственной возможностью спастись. Спаслись в итоге только 2. А здесь вот всего 2 человека от острова Врангеля идут к материку, к земле, и от успешности их похода зависит жизнь многих других людей. Вот интересно, Бартлетт пишет: «Со мной был Катактовик, который строил иглу и убивал медведей и тюленей. Эскимос и белый человек могут сколько угодно жить в Арктике». Подтверждая этим теорию гостеприимной Арктики Стефансона, но только непонятно, зачем там эскимосу белый человек. Эскимос-то и без него прекрасно выживет в Арктике, а вот наоборот, большой вопрос. И, наконец, 5 апреля 2014 года Катактовик и Бартлетт вступили на землю Чукотки. И там они вскоре нашли чукчей, которые встретили их очень-очень гостеприимно. Они их практически спасли. И накормили, и согрели, и дали им отоспаться в тепле. И на всем протяжении их пути до мыса Дежнева чукчи оказывали им очень серьезную помощь. Они им давали собак, они им давали теплую одежду, когда это было необходимо. Они их кормили.
как вы понимаете, в это самое время как раз здесь работает экспедиция ГСЛО наша, которая Вайгачи-Таймыр. Конечно, они первые пытаются отправиться на помощь вот этим людям на острове Врангеля. И они, ледоколы, не могут пробиться туда. Несколько раз пытаются, но безуспешно. Тем временем Бартлетт с Катактоиком добираются до края земли, до мыса Дежнева. Между прочим, там они встречаются с совсем вам уже знакомым, наверное, австралийским предпринимателем Карпендейлом, через которого, наверное, все проходили, все люди, которые хотели попасть из Азии в Америку. Так вот, Бартлетт просит Карпендейла перевести чукчам, что вот этот парень Катактовик, он вот такой отличный, и, пожалуйста, не надо его обижать, примите его, так сказать, в свою стаю, потому что Катактовик принимает решение остаться здесь. А сам Бартлетт на Диомидовых островах, по-моему, да, или уже на Аляске. Ну, в общем, он дает телеграмму на первой же почте, до которой он добирается, и начинается организация спасательных экспедиций. Бартлетт был очень настойчив. И уже вскоре, в августе, на борту американского судна «Беар», «Медведь», сам Бартлетт, который прямо напросился в эту спасательную экспедицию, начинает идти уже в сторону острова Врангеля. Но ему не удается подойти достаточно близко. И только в сентябре, когда льды разошлись, к острову смогло подойти другое судно под названием, каким-то очень красивым названием, King and Wing. Вот эта канадская шхуна по просьбе Бартлетта, она находилась в тех водах, подошла к острову Врангеля и забрала на борт всех, кто остался в живых. А из тех, кто оставался на острове, умерли 3. 2 из-за болезни, а 3-го, вероятно, застрелили, но как-то это, в общем, подали как самоубийство и расследовать не стали. Бартлетт настоял на том, чтобы все эти люди с этого King and Wing перешли на Медведя к нему. И сам привез их в Ном. Люди были просто необыкновенно счастливы. И в своих воспоминаниях писали, что они не могли уснуть первую ночь. Они, во-первых, помылись, переоделись в нормальную одежду. И потом они просто не могли остановиться. Они без конца пили то чай, то кофе, то что-то ели, разговаривали, общались. То есть они, наконец, вернулись к жизни. Что касается Стефансона, то он, узнав о том, что на острове Врангеля можно достаточно долгое время жить одной только охотой, очень этим вдохновился и решил организовать туда свою экспедицию частную на собственные средства и поселить там колонистов, которые будут добывать пушнину, бивни мамонтов, которые там лежали просто на поверхности, даже копать ничего не надо было. В общем, отношение к этому острову Врангеля, переходит в другую фазу. Он важен не только как часть территории, он важен как промысловая земля, то есть место, где можно обогатиться. Поэтому его имеет смысл, этот остров, захватить. Тут уже цель совершенно понятная и совершенно материальная. И вот в 1921 году Стефансон, анализируя новости, поступающие из этой части земли, делает вывод, что гражданская война в России наводит тут полный сумбур, и теперь совершенно неопределенно, что этот остров и вообще Восточная Сибирь принадлежат России, что на эти земли претендует уже и Япония, и почему бы не претендовать, например, и Канаде. И он быстренько на собственные средства собирает небольшую экспедицию, и в начале сентября 1921 года на остров Врангеля высаживает 5 человек. Из них 4 были белые мужчины, так скажем, а 5-й была женщина-эскимоска, молодая, 25 лет, по имени Ада Блэкджек. Ну, конечно, каждый человек заслуживает внимания, про каждого тут можно рассказывать, но я остановилась бы на этой Аде. Ее взяли в экспедицию для того, для чего обычно берут эскимосов, чтобы они там готовили, умели готовить это местную, так сказать, из местных продуктов еду, чтобы они шили одежду из шкур, что очень важно, чтобы они вели хозяйство. Ну, если мужчина, то чтобы охотились, но женщина, значит, на хозяйстве. Эта Ада
в Арктике никогда не была. Она воспитывалась в миссионерской школе. И она согласилась на это рисковое дело только потому, что ей обещали хорошую оплату, а ей нужно было лечить своего маленького сына от туберкулеза. Сына она была вынуждена отдать в приют, и ей нужно было платить за его лечение. Поэтому она и согласилась. Оказавшись там, вот в этой, прямо скажем, безрадостной обстановке, она впадала просто в нервные расстройства. У нее случались срывы, она отказывалась что-либо делать. И эти 4 мужчин, вместо того, чтобы ее как-то поддержать, они просто заставляли, обращались с ней как с прислугой, как, я не знаю, со скотом. Они ее пытались бить, они ее там привязывали, не кормили, всеми способами пытались заставить ее работать. Но каким-то образом первая их зимовка прошла благополучно. У них было мало с собой припасов, потому что Стефансон же знает, что Арктика, она гостеприимная и всех прокормит. И они действительно как-то пробавлялись охотой. Но летом судно до них не дошло по причине сложной ледовой обстановки. И они пошли на вторую зимовку, которая в смысле охоты была вовсе не такой успешной. Тем временем российское правительство посылает ноту канадскому правительству, которым прикрывается Стефансон, хотя это его частная затея. Что, мол, происходит вообще на нашем острове Врангеля? Канадское правительство, которому, в общем-то, этот остров не очень нужен, у них своих островов полным-полно, выделяет деньги на эвакуацию этих колонистов. Дают их Стефансону и говорят: давай, организуй какое-то судно, чтобы оно вывезло их оттуда. Стефансон же, сохраняя хорошую мину при плохой игре, делает вид, что это нормальное экспедиционное судно, снабженческое такое, и оно вот сейчас, значит, выполняет какую-то плановую работу, а вовсе не позорно забирает колонистов с чужого острова. Но и это судно не может пробиться к острову Врангеля. И вот уже в январе 1923 года один из этих мужчин жестоко страдает цингой, а 3 более-менее крепкие решают идти пешком, так же, как когда-то сделал Бартлетт, на материк. И больше их с тех пор никто не видел. Вскоре этот больной умирает, и Ада остается абсолютно одна на острове Врангеля зимой. И тут у нее включаются, не знаю, какие-то древние подсознательные механизмы выживания. Она научилась охотиться, защищаться от медведей, выживать вообще там. Кроме того, она все это время вела дневник, который, конечно, представляет собой огромную ценность. И вот только в августе смогло дойти судно до острова, которое и забрало эту бедную Аду, а вместе с ней и кошку экспедиционную, вот единственные 2, которые выжили. Ада была совершенно не в себе. Капитан судна забрал у нее этот дневник. Впоследствии ее обвиняли в том, что она специально уморила этого, значит, мужчину, что она его объедала, больного, и поэтому он погиб раньше времени, и все такое, что было ей очень страшно и обидно. Она была просто крайне уязвлена этими обвинениями, потому что она была очень заинтересована как раз в том, чтобы его спасти, чтобы не остаться одной на этом острове. Так вот, она прожила довольно долгую жизнь. И когда она уже была старой женщиной, один журналист все-таки добился интервью с ней. Интервью она всю жизнь избегала. И он спросил, помнит ли она еще остров Врангеля и всю эту историю. И она ему ответила, что она не может думать ни о чем другом до сих пор. Такое это было для нее потрясение. Да, но если вы думаете, что Вильгельмур Стефансон на этом угомонился, вы очень ошибаетесь, потому что это же судно, которое вывезло Аду, привезло новых колонистов. Там был один белый, так сказать, человек Чарльз Уэллс и 12 с ним эскимосов. И там еще вскоре родился один ребенок эскимосский. И вот эти 14 человек были самовольно Стефансоном туда отправлены для того, чтобы заниматься промыслом. Уже стало понятно, что остров Врангеля – это благодатная почва для хорошего заработка. К слову сказать, сам-то Стефансон в Арктику больше не возвращался после вот той экспедиции, когда он в 18 году вернулся, 5,5 лет он там на канадском архипелаге скитался, и больше все.
уже туда не возвращался, ему было достаточно. А вот колонистов он отправил. Но такую наглость уже было стерпеть просто невозможно. И без всяких нот протеста советское правительство, тогда уже это было СССР, в 1924 году, то есть через год, в августе, прислали туда судно «Красный Октябрь», который принудительно всех этих колонистов забрали, которые, кстати, себя чувствовали вполне там благополучно. Эскимосы очень хорошо адаптировались к этим условиям острова Врангеля. И на острове Врангеля установили уже флаг СССР окончательно. А этих, значит, людей должны были вывести как-то из страны. И путь их был, прям скажем, тернист. Сначала они вот в августе их забрали, да, и они до конца октября еле-еле только добрались во Владивосток. Там была очень сложная ледовая обстановка, они подвергались многим опасностям, а тут еще дети. В общем, это был тяжелый путь. Во Владивостоке они должны были ждать дальнейших действий. Тут переговоры начались. У СССР с Америкой не было дипломатических связей, поэтому просто так из СССР в США отправить людей было невозможно. И договаривались через Китай. Пока все это продолжалось, они там зимовали, и начальник экспедиции умер от пневмонии. Когда уже наконец их отправили домой, двое детей тоже умерли по дороге, не вынесли этого тяжелого путешествия. Если вы помните, в это же самое время, в 1924 году, большие трудности с возвращением, наоборот, из Аляски на Чукотку испытывали приемные дочери Руаля Амундсена. Это как раз тоже 1924 год. Но тем удалось нелегально пересечь Берингов пролив, а вот такой большой группе людей, вывезенных к тому же посредством государства, невозможно было нелегально просто отправиться в Штаты. Поэтому была такая совершенно губительная для нескольких человек история. В общем, на совести Стефансона столько жизней, что я не понимаю, как он спокойно спал до конца своих дней, но похоже, что спокойно таки спал. Ну, в общем, было вполне очевидно, что этот остров Врангеля, разделенный почти поровну меридианом между западным и восточным полушариями, необходимо заселить для того, чтобы на него постоянно не претендовали то те, то другие государства. Поэтому в 1926 году туда была отправлена первая группа зимовщиков, уже советских, под руководством Георгия Ушакова, которому на тот момент было 25 лет всего. И вот он и 59 человек, преимущественно эскимосов, организовали там поселение и занялись промыслом. И благополучно они там жили 3 года, и в 1929 году пришел ледокол «Литки» и полностью заменил группу зимовщиков, почти полностью. Но Ушакова, значит, вывезли. А теперь руководителем стал Минеев Ареф Иванович со своей женой, которому тогда тоже было немного лет, всего лишь 29, и еще большая группа эскимосов, там 55 человек и 10 русских. Они там вели, естественно, метеорологические наблюдения, как всегда, и занимались целенаправленно пушным промыслом. Им предстояло провести на этом острове 5 зимовок, что очень-очень много, если учитывать тот факт, что у них не было никакого нормального снабжения, даже почти вообще никакого, не то что нормального. Они ждали судна в 1931 году. Это судно было раздавлено льдами по дороге к острову Врангеля. В 1932 году ледовая обстановка была очень тяжелая, и к ним судно опять не дошло. И они, в общем, еле-еле просто к концу навигации, еле-еле дотягивали просто со самыми необходимыми продуктами, и перспективы у них были весьма печальные. Но, к счастью, на Чукотке в это время работала экспедиция Обручева. У этой экспедиции был один самолет с 2 летчиками. И вот один из этих летчиков, Страубе, на своем вполне себе изношенном самолетике все-таки долетел до острова Врангеля, привез им какой-то минимум самых необходимых продуктов, витаминов, вот таких вещей, и вывез оттуда 8 человек, которые уже плохо себя чувствовали. И люди остались еще на 1 год. Но у них уже была надежда, в 1933 году они ждали Челюскин. И это следующая глава моей истории. Ребята, не могу не рассказать про Челюскин. Все знают эту эпопею. Суть ее в том, что пароход, никакой не ледокол, обыкновенный пароход Челюскин, вышел из Мурманска и должен был пройти всем северо-восточным путем. Это было судно-снабженец, которое везло
продовольствие, топливо, людей на полярную станцию на острове, собственно, Врангеля. Мало того, везли еще дерево, ну, собственно, разобранные дома, которые там на острове Врангель должны были собрать вместо тех яранг и жалких лачуг, в которых приходилось ютиться вот этому Арефу Ивановичу Минееву и всей его компании. Но Челюскин, как часто случается, вышел слишком поздно. Он только вышел в августе. Ему еще надо было пройти Карское море, очень сложно. И на острове Врангеля очень быстро поняли, что и в этом году до них никто не дойдет. И тогда уже известный нам самолет экспедиции Обручева уже с другим летчиком, с Кукановым, 31 августа прибыл к ним на остров Врангеля, и вместе с ним очень важный человек, уполномоченный Восточным сектором глав Севморпути Красинский, который был человек опытный, и он понимал, что люди просто умрут, если им не оказать никакой помощи прямо сейчас. На Челюскина они не рассчитывали. И к ним прилетел сам этот Красинский. Привезли им столько припасов по его распоряжению, сколько только можно было впихнуть в этот самолет. Это был уже конец навигации, уже летать было нелегко, но тем не менее Куканов вывез 11 человек, которые остро в этом нуждались, и совершил в общей сложности 3 рейса. То есть он им напривозил столько продовольствия, сколько вообще был в состоянии вынести, чтобы в воду не упасть. И этим он их спас, потому что Челюскин все-таки до них добрался очень-очень поздно. Нет, до острова Врангеля он, конечно, не добрался. Челюскин шел близко к материку, и его задачей было успеть в эту одну навигацию дойти до Берингового пролива. И вот эта вот рекордная, ура-патриотическая и шапкозакидательская вот эта задача, она была номер 1. То есть на Челюскине находились все вот эти зимовщики, которые должны были вообще-то на Врангеле высадиться и там работать начать. Все вот эти вот дома, вот эти все продукты, весь этот уголь, все это оставалось на Челюскине, а Челюскин гнал изо всех сил к Беринговому проливу мимо острова Врангеля. Заходя вперед, мы знаем, что он почти уже, вот просто почти оказался в проливе, когда подул встречный ветер, и Челюскин попал в дрейф, и впоследствии был раздавлен льдами, и тут началась вот эта челюскинская так называемая эпопея по спасению самих этих челюскинцев, которые как раз из этих же материалов построили себе барак на льдине, чтобы там не вымерзнуть совсем, и вместе с женщинами и детьми, и вот больше 100 человек народу, они на льдине несколько недель ждали спасения. А те, которые на острове Врангеля, как бы у них все хорошо. Они, конечно, не на льдине, но у них там была очень тяжелая ситуация. Так вот, представьте себе вот Юль Шмидт, вместе с предполагавшимся новым начальником вот этой полярной станции на острове Врангеля, они на самолете прилетели туда, на остров Врангеля, поприветствовать товарищей, так сказать. Ничего им с собой не привезя. Ну, какую-то там, я не знаю, 10 шоколадок, что-то в этом роде. А зачем они это сделали, совершенно непонятно, но в газетах появились новости, что вот Юль Шмидт, значит, посетил зимовщиков. Самого Арефа Ивановича не было в это время на станции. Он ушел то ли специально, то ли так случайно совпало, но он ушел в другую часть острова. А ситуация была там критическая, и его супруга так и говорила Шмидту, что ну что, сейчас я вот ящики последние дожгу и к мужу туда пойду. И будем мы всю зиму отапливаться только жиром, потому что никакого угля нет. Они перенесли и эту зимовку. И только в следующем году, в 1934, их вывез оттуда ледокол «Красин». Концепция использования острова Врангеля менялась. Земля эта была очень богатая. Вот тот самый Страубе, который привез какой-то минимум припасов на остров Врангеля, он увидел все заготовленное зимовщиками для вывоза на Большую Землю. И он там пишет, что это было, но мамонтовые бивни были сложны там пирамидами, их даже никто не считал.
Вот, он пишет, он увидел трофей, добытый зимовщиками за 3 года. 200 медведей, более 1000 песцов, моржей и бивней мамонта без счета. Ну, зато угля не осталось. В 1948 году на остров завезли северных оленей и организовали там оленеводческий колхоз, совхоз. Ну, в общем, хозяйство. Северные олени когда-то и жили на этом острове, поэтому это не был какой-то посторонний инвазивный вид. Да? Он был интродуцирован туда, но гармонично вписался. Потом уже в 70-е, если не ошибаюсь, туда завезли овцы-быков, которые тоже являются представителями мамонтовой фауны и тоже когда-то обитали на острове. Оленеводческое хозяйство было ликвидировано. И вот, наконец, в 1976 году остров был объявлен заповедником. И его уникальная экологическая система теперь до сих пор находится под охраной. Насколько она удивительно сложна и не похожа ни на какие другие, об этом, если вам интересно знать, напишите в комментариях. Мы поговорим с людьми, я поговорю с людьми, которые в этом разбираются лучше, чем я. А вы, наверное, все время думаете, что за картина у меня за спиной. Это картины Ивана Языкова, московского художника, который дал свое согласие на то, чтобы в наших роликах присутствовали его неповторимые произведения. Спасибо ему большое за это. А сейчас со мной на связи потрясающий гость Федор Романенко. Приветствую, Яна. Привет, Федор! Спасибо, что выбрался в Zoom. Да, выбрался. Ага, выбрался. Ну, вроде все работает. Ну, я без дальних там этих экивоков и представлений начну, потому что мы это все буквами напишем. Да, а я просто тут вспомнил один сюжет исторический, про который тоже можно сказать. Очень интересно. Так, нормально? Да, отлично. Вот так. Все, я приветствую всех зрителей и слушателей. Ой, Федор, ну, мой первый вопрос. Геоморфологам и как это правильно сказать, палеогеологам, да? Палеогеографом. Палеогеографам. Ну вот тебе, Да. как профессионалу, чем остров Врангеля интересен? Как объект исследования. Он уникален или еще есть такие острова? Чем он удивителен? Ну, вообще, по определению, все острова уникальны. Каждый остров уникален. Я уже говорил несколько раз в разных передачах, что даже с два соседних острова, например, на земле Франца Иосифа, маленькие островки, лежащие в километре друг от друга, они разные. Один целиком скальный, другой, есть у него какие-то аккумулятивные формы, галечные пляжи, один такой, другой такой. И это характерно. То есть нет, каждый остров обладает чем-то особенным. Это Но на только острове вас Врангеля или вообще всегда? всегда, вообще всегда. Ну, я не был на атоллах, поэтому я не знаю, как на тропических островах, но подозреваю, что примерно так же. А вот в Арктике каждый остров, он особенный, удивительный. И остров Врангеля, конечно, концентрация этих удивительностей одна из самых высоких. Потому что он, с одной стороны, казалось бы, и здесь я пользуюсь понятиями, которые вот использует Михаил Сергеевич Стишов, известный очень специалист, биолог, географ по острову Врангеля, автор прекрасной монографии об этом и других публикаций. Так вот, с одной стороны, это эталон арктических тундр, потому что там представлено необычайное богатство и видового разнообразия, и видовой численности разных видов растений и животных. А с другой стороны, это уникально, он и уникален. То есть это, с одной стороны, как бы он типичный представитель арктических тундр, эталонный, а с другой стороны, он уникален, потому что такого сочетания природных условий нигде нет. И действительно, это так, по целому ряду естественно-исторических причин. А вот скажи, вот эта история про плейстоценовую, вот не знаю, можно ли назвать это почву, да? Ну, то есть, по крайней мере, поверхность не тронута ледниками. А она где-то еще есть в мире? И что она вообще показывает, эта поверхность? Или как это правильно? Конечно, она есть. Слой вот этот. Ледники у нас только распространены только в северных частях северного полушария и в южных частях южного полушария. Есть множество мест, где ледников никогда не было. Или если и были, то это были миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов, миллиарды лет назад. Но здесь просто Врангель,
это остаток какой-то, считается, что это остаток какой-то древней суши, которая называется Беринги, которая вроде как растаяла. Вроде как растаяла. И иногда ее называют просто, что это реликт плейстоценовых, то есть четвертичных ландшафтов. Вот поэтому. Ага. Хотя такие реликты есть и в других местах. То есть вне ледниковой области есть и в других местах. Да. Была Как какая-то суша, правило, как которая, суша, которая соединяла, было высокольдистые породы, которые растаяли. Но такие высокольдистые породы есть не только на острове Врангеля, наоборот, на острове Врангеля их не так много. Новосибирские острова с точки зрения льдистости гораздо более льдистые. Вот, Ну, то они есть тоже остались. в Новосибирских островах эта земля Санникова, она действительно могла существовать именно как и растаять, да? Как это льдистое какое-то образование. Да, и известны два острова, Васильевский и Семеновский, которые были островами, на них восстанавливались люди, и Делонг останавливался, и гидрографы останавливались. А сейчас на них остановиться нельзя, потому что они растаяли. И там Вот. сейчас небольшие отмели или песчаные банки на месте этих островов. То есть Скажи, это нормальная, на самом деле это нормальная ситуация для Арктики. При подъеме сначала уровень моря был ниже, когда был максимум ледниковый, в максимум ледниковой эпохи, так называемый последний ледниковый максимум, когда было холодно и уровень моря опускался по разным оценкам на разную величину, максимальные оценки до 120 метров, до минус 120. И тогда вот вся эта территория, которая вот сейчас дно моря, была выведена на сушу. Это нормально. Затем вот голоценовый подъем уровня моря, голоценовое потепление, и уровень моря стал подниматься, и все начало таять. То, что могло таять, то тает. То, что не могло таять, то затоплено. И а, сейчас мы имеем то, что имеем. а вот скажи, ну, наверное, это не совсем в области твоих научных интересов, но все-таки, если остров Врангеля был вот таким рефугиумом еще давным-давно, и там мамонты еще жили, почему там не было людей? Почему люди не могли там точно так же оставаться, как и другие животные? Были там люди. Знаменитая, там Серьезно? есть Он был знаменитая стоянка. обитаемый? Да, там есть знаменитая стоянка Чертов овраг, которая была открыта как бы не, еще не в 60-е годы, и она хорошо довольно изучена, и есть публикации об этом. Так что вы жили там люди. И теория Сергея Афанасьевича Зимова, что люди помогли мамонтам вымереть, я считаю, она очень правдоподобна. Мгм. Понятно. А то это близкородственные скрещивания, близкородственные скрещивания. А Нет-нет. куда же они потом делись, эти люди? А для Арктики вообще характерна интенсивная иммиграция. Люди эмигрируют за едой. Есть еда, они живут на этом месте. Нет еды, они либо уходят, либо вымирают. Это, например, очень хорошо видно по канадскому арктическому архипелагу и по Гренландии. Там несколько эскимосских культур, которые все время в разных местах перемещаются. Они перемещаются в связи с изменениями природных условий. А от природных условий с ними связано количество еды. Скажем, похолодание, изменились ледовые условия, открытой воды не стало. Стало меньше морзверя. Все, они уходят. Так и здесь. Они уходят Федор, в другое место. а что ты думаешь про вот это открытие Стефансона, который якобы на острове Виктории в канадском архипелаге встретил племя белых эскимосов, как он утверждал, там потомков Лейфа Эриксона или что-то в этом роде. Там была такая шумиха из-за этого. Ну, шумиха была, но это, например, у Расмуссена это не описано. Это надо все проверять очень тщательно по первоисточникам. Для того, чтобы составить свое мнение, надо очень тщательно проверять по первоисточникам. Потому что вот такие новости, они быстро появляются, а потом исчезают. Пример. Было в 90-м году информация, что на земле Франца Иосифа найдено орудие каменного века. Ого. Да, была такая публикация. Ну, вон она есть у меня. И все. И больше ничего. И больше ничего. Это То мне есть не никаких, проходит. да, и больше никаких археологов, никаких археологических публикаций не было. Мгм. Вот, а вот, тем не менее она прошла, поэтому можно из ее развернуть как сенсацию. А не было. То есть сенсация не получилась. Значит, что-то тут не так. А были и обратные примеры.
знаменитая Жоховская стоянка на острове Жохова, в островах Делонга в Новосибирском архипелаге. В 60-х годах там находили полярники, какие-то остатки древних людей. Но только в 90-м году Вячеслав Михайлович Макеев привез туда археологов. И все подтвердилось? И, да, и вот Владимир Петулько, археолог ленинградский, выполнил огромную работу по изучению этой стоянки. И вышла монография «Жоховская стоянка». Да, Понятно. так А что про остров Врангеля скажи, ты же был там? был. А какие у тебя вот впечатления? Как, ну так вот чисто лирически, так сказать. Вот лично, если есть. Вот самое главное впечатление от дальней, вот от высадок в Северо-Восточной Азии, что это очень далеко. Вот я помню, нас высадили в устье Колымы на острове Врангеля, с вертолета выкинули, и ты понимаешь, что это очень далеко, что там все непривычно. Например, на какой-нибудь там Ямал или Таймыр не очень похож. И ты ходишь вот как бы немножко сначала непривычно тебе, на полусогнутых, смотришь на эти далекие пространства. А потом начинаешь их изучать, ходишь по ним, и они становятся такими же близкими и родными, как и более западные части. Да. Остров Врангеля очень... Я там был недолгое время, совсем недолго, то есть в отличие от вот коллег, вот от Михаила Сергеевича Тишова или там Сергея Леонидовича Вартаняна, которые там работают десятки лет, я там был очень недолго. Но это было очень интересно, очень, да. А вот И вообще с ним связано много всяких интересных историй, не только с природой. С природой это отдельная песня, но и с историей. Например, вот неожиданно в один и тот же год был открыт остров Врангеля и продана Аляска. да, и кстати, Врангеля 1867. это касается напрямую, да, он же был противник. Да, это в один и тот же год. Да. Американский китобой Томас Лонг М. обнаружил остров Врангеля и назвал его в честь Врангеля. Тоже довольно редкий случай. Представитель одной страны называет остров в честь представителя другой страны. А не могло это И в произойти? этом же году. Его картами, А? может, не пользовался. Может быть, это Ну, а что талон, карты? его картой пользовался и знал, что это карта Врангеля, что остров-то он нанес. Врангеля не было. Назвал. Врангеля не было на картах острова, потому что Врангель его искал безуспешно в течение нескольких лет. Он его не безуспешно искал и не мог найти, но его книжка была опубликована. И поэтому Лонг знал о ней, и поэтому, когда он обнаружил на этом месте остров, он назвал его в честь Фердинанда Врангеля. И Да, это было в тот же году, что была продана Аляска. да, даже, Такие, как некая компенсация. Вот такой интересный факт. да, исторические такие параллели. Федор, а как ты считаешь, вот гипотетически, может в будущем Берингия снова подняться над водой, вернее, вода опуститься? Может ли этот мост восстановиться снова? Ну, это какой-то сценарий очень далекий и маловероятный, потому что пока обратная тенденция, что уровень океана поднимается. Да, если это и будет, то это какие-то будут катаклизмы, и можно сказать словами поэта, увы, но жить в эту пору прекрасно, и уж не придется ни мне, ни тебе. И еще Да, вопрос, прекрасная ли она будет, это пора. это очень не скоро, очень не скоро. Ладно, значит, мы не Потому застанем. Хорошо. Кто-нибудь другой про нет. это ролик будет снимать? Про таинственного охотника ты рассказываешь? Нет, я ничего не знаю про таинственного охотника. Расскажи, А ты книжку Николая Великжанина видела? какую? Но Великолепно Вот я как который последнюю читаю сейчас, которую прочитала. неизвестный герой Челюскинской эпопеи. Да, я ее Вот. Ну, там читаю же сейчас. последняя глава называется «Неизвестный человек», «Неизвестный промышленник». Действительно, там речь идет о Семене Старцеве, который то есть, то нет. Это очень интересный сюжет. Ничего себе. Очень интересный сюжет. Да, Ты это не вот просто он читал. действительно, Давай Николай, расскажи. тут, ну, там появляется человек, который нигде не перечисляется, а иногда вдруг появляется. То есть в числе жителей. Дело в том, что книги и Георгия Алексеевича Ушакова, и Арефа Ивановича Минеева, они подвергались жесткому очень, жесткой редакции, скажем так, мягко. И что на самом деле они хотели написать, мы не знаем. Например, примеры, вот два примера. Кто зимовал с
Ушаковым, как звали супругу Ушакова, которая с ним зимовала на острове Ран? Вы не найдете Я этого. не Вы не знала, что он найдете был этого с в книге. супругой, я только про Минеева это знала, что он-то был с А женой. вы не найдете этого в книге, потому что она идет просто без имени. А М. она, тем не менее, там была. И в первом издании Ушакова про остров Врангеля она есть. Раз. Потом, откуда взялся вот охотник Семен Старцев? Он не перечисляется Ушакову. А потом вдруг он появляется. И Николай Великжанин очень хорошо об этом написал. Действительно, вдруг появляется человек. А потом он становится героем драмы, драматической истории с Семенчуком. Вот это известный рассказ Льва Шейнина «Семенчуковщина». Вот сейчас можно четко совершенно говорить, что мы вообще ничего не можем понять в этой истории. Я, например, Она видел, упоминается, да, в книге тоже. да, то есть там закончилось-то чем? Расстрелом Семенчука и Старцева, которые были обвинены в убийстве и, значит, расстрел. А мы сейчас не можем ничего сказать об этом. Что-то было на самом деле. Есть многотомное издание процесса, этого процесса над Семенчуком и Старцевым. Куча литературы написана в советское время. Но что там было на самом деле, мы не можем сказать. Потому что не можем сказать. И я вот сам слышал выступление человека, который жил с ним в одной комнате, с Семенчуком. Да, ну он уже умер, конечно. Он жил в одной комнате с Семенчуком и говорит, да все придумано. То есть Вся никакого история, весь процесс высосан из пальца. Ну, опыта он сказал так, его неудивительно. обвинили напрасно. Его обвинили напрасно. Это не мое мнение. Я не располагаю достаточной информацией, чтобы давать какие-либо оценки. Но что там было на самом деле, я просто не знаю. И вот с Семеном Старцевым то же самое. Ведь он уже был к тому времени, когда вышла книжка Минеева, он уже был расстрелян. Ужас. Вот. А что с ним, что там было-то? Не знаем. Не знаем. Это надо искать какие-то иные документы, чем те, которые находятся в нашем доступе. Вот это вторая история, которая очень такая любопытная. Кто зимовал? И у нас нет полного списка зимовщиков. То есть он есть в архиве только. А в книжках опубликованных нету этих списков. Кто зимовал полностью с Ушаковым? С Минеевым там попроще, потому что он хорошо описал. Но Старцева там опять же нет. И вдруг он есть. Там в 10 главах его нет, и вдруг он есть. Ну, это читайте Великжанина, это называется. Да, я Целая посоветую глава. подписчикам почитать Великжанина, чтобы разобраться в этом получше. Ну, просто я обратил на это внимание давно, что нету никаких данных, кто такой Старцев. А вот это мое непонимание, оно не пошло дальше просто непонимание. А вот Николай это все изучил очень хорошо и пришел к выводам. Вот. Потом история вот с эскимосами, с попытками заселения Врангеля. Да, вот это я как раз рассказываю. Это с подачи этого Стефансона как раз. Да, 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 да. Ну там вот она же написала Ада Блэкджек, она же книжку написала потом. Да, да, дневник она вела. Да. Ну и так далее. Но вот самый, пожалуй, интересный эпизод это вот первые зимовки, и потом ведь Минеев там реально был брошен. Они же жили в маленьких комнатках. Они последнюю зимовку они сделали маленькие комнатки, которые из шкур, потому что у них не было топлива вообще. Им никто 5 лет ничего не завозил. Опять же, у Великжанина это есть, но не на первом плане. А про старца очень хорошо написано. Да-да, он там Вот, пишет, потом, что Шмидт-то навестил их там, но ничего им не привез. Даже ящик лимонов и тот выгрузил из самолета. Лучше бы он ящик ну, лимонов привез, чем сам приехал. темное дело. Так же, как я вот уверен, например, мое личное мнение, что мы ничего не знаем на самом деле про Челюскин. Вот что там было на самом деле, мы не знаем. Мы знаем историю, которую опубликована в тысячах книжек, которая хорошо детально изучена. Но что там было на самом деле, вот детали, как это все было, мы не знаем. Потому что нет никакой информации, все тщательно отфильтровано. Мгм. Вот. А как раз книжка Великжанина вскрыла нестыковки, Да еще как... которые, кстати, вот мой соавтор, к сожалению, ушедший из жизни Сергей Алексеевич Ларьков, он говорил про них уже давно. Он умер в 2014 году. Он до этого, изучая архив Челюскина, он говорил об этом. То есть они бьют в глаза.
Вот. Потом там, конечно, интересные очень природные сюжеты с Врангелем. Например, завезли туда оленей когда-то. В 48 году. Да, 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 именно. Завезли туда оленей. Они размножились, было стадо какое-то. Потом создали заповедник. Потом завезли овцебыков. Оленей было много, овцебыков мало. Сейчас, как говорят мои коллеги, которые там работали, ровно наоборот. Овцебыков много, оленей мало. Почему? Да бог его знает. Непонятно. Идут какие-то процессы. Идут какие-то процессы. Совершенно удивительные там взаимоотношения между живыми организмами. Это как раз у Михаила Сергеевича очень хорошо написано. И я сам помню рассказ энтомолога Михаила Березина, который там работал. 30 лет назад он мне рассказал этот эпизод. Я до сих пор его помню. Какие сложные там отношения между шмелями, песцами и медведями. С И ума. вот здесь вот книжка у меня, да, как тесно взаимодействует и самый разный характер связей между песцами, поморниками, леммингами, шмелями, клещами, паразитическими нематодами С ума и сойти. другими. Да, Федор, а это вот вот один сюжет. вот этот И это берег, все связано со шмелями, которых там несколько видов. Да, или такие же примерно сложные отношения копытного лемминга с ландшафтами. Тоже тут есть схемы. У совы то же самое. То есть это удивительная вещь именно за счет поразительного совершенно богатства и разнообразия растительного и животного мира острова Врангеля. И это не только хорошо всем известные овцы-быки, олени, медведи. Все знают, что это родильный дом белых медведей. Белые гуси. Но м, там и другая жизнь совершенно удивительно взаимодействует друг с другом. Может быть, едва ли не более удивительно, чем вот эти крупные живые существа, перечисленные мной. Еще моржей я забыл. мгм, Моржи тоже. Они входят как бы в такую, в символ, в концепт острова Врангеля. мгм. А вот для меня вот связано с жизнью шмелей, Это потому что вообще там все это очень тесно история. завязано. И вот Михаил Березин это вскрыл, и он статьи опубликовал на эту тему. Очень это потрясающе интересный сюжет. И вот на Врангеле их много. Про молодые мамонты. Да, это мы вроде немножко говорили, да? Что значит Про молодых. молодые? Ну, молодые мамонты. Там последний мамонт, собственно, так, по-моему, роман Березина и называется «Последний мамонт». Последний мамонт, да. Ну вот, там действительно последний мамонт, потому что там самый молодой мамонт, возраст которого по радиоуглеродным данным всего около 3500 лет. В то время как уже везде мамонты вымерли, а там остались. Маленький карликовый мамонт, который называется, его открыл вот как раз Сергей Леонидович Вартанян в начале 90-х годов. И это было потрясающее открытие действительно мирового масштаба. Совсем недавно открытие, можно сказать, свежее. Конечно, конечно, такая это все время происходит. Потому что настолько разнообразна природа, что открытие происходит. Вот недавно открыли оледенение на Новосибирских островах, тоже последние 15 лет. Да, открыли вот этих молодых мамонтов. А сейчас эти молодые мамонты не только на Врангеле есть, но и на некоторых островах северной части Берингового моря тоже есть молодые мамонты. И с ними, конечно, это очень интересные сюжеты. Без Надо про всяких, да. мамонтов отдельно записать. Да, видите, как у нас и открытия, и непонятные люди появляются, промышленники, и древние люди, которые там жили в Да. чертовом овраге, на стоянке чертов овраг, и олени с овцебыками, и песцы со шмелями. Такого разнообразия, пожалуй, нигде нет. Поэтому вот я совершенно согласен с Михаилом Сергеевичем Стешовым, что это и эталон природы, и природная аномалия. Да, Еще один сюжет, да, давай. не очень красивый, связанный с заселением острова Врангеля. Как известно, остров Врангеля был заселен для того, чтобы его никто не отнял. Да. И Георгий Алексеевич Ушаков привез туда эскимосов, чтобы его никто не отнял. Но, как известно, в 1994 году все эскимосы оттуда были вывезены. И читая даже Минеева, понятно, что не все так просто с постоянным заселением этого острова Врангеля. Получается, что государство их туда завезло, а потом вывезло. То есть они уже там привыкли, вот этот вот поселок Ушаковское жил как-то. Вот М. там я не был, поэтому у меня нет своих собственных наблюдений. Но вот смотря просто, как это происходило,
Их сначала завезли, пообещав. Ведь что им обещал Ушаков? Охоту свободную. Мгм. Ну, была, да. Потом, значит, оленеводческий совхоз, потом заповедник. А потом не завезли им топливо и вывезли. Фактически, как это назвать? Кинули их? Ну, то есть их ради заповедника оттуда вывезли? Нет. То Нет, есть они жили в понятно. заповеднике, они жили, да. Там какие-то были взаимоотношения. Я не буду об этом говорить, я не в курсе. Мгм. Но факт тот, что потом поселок был эвакуирован, как и все многие поселки. Как были брошены многие поселки, например, Янранай, к северу от Певека. Этот поселок был просто эвакуирован, ликвидирован. Не эвакуирован, ликвидирован. Ну, допустим, с новой землей Ликвидирован. понятно, зачем их эвакуировали. Новая земля тут это другое дело. Ну, кстати, примерно тот же самый. Такие же процессы были и в канадской Арктике. То же самое. Они сейчас извиняются перед эскимосами, которых переселяли на новые земли. У нас самый известный сюжет на эту тему – это Наукан. Когда было признано поселение не перспективным, его просто эвакуировали и разбросали их по поселкам. То же самое происходит сейчас, вот недавно, меньше 10 лет назад, вот Янранай ликвидировали. И мне не кажется, что вот ликвидация национальных поселков – это правильный путь. Мне это не кажется, потому что там у них было какое-то хозяйство, они там жили, они там как-то вросли уже в природу. Вот смотрите, с 26 года появления Ушаковского до 94-го это 68 лет. За 68 лет родились жители, которые уже привыкли, это их земля. А потом раз, и их эвакуировали. Мне кажется, это неправильно. Во Мне тоже. всяком случае, это получается, что дело Ушакова, в общем, погублено. Ну, а потом вырывать с корнем людей, которые, ну, нелегко там укоренились, с территории, куда, я думаю, нет много желающих переехать жить, это тоже какое-то спорное решение. Вот, конечно, я не могу говорить о деталях, но просто вот со стороны, глядя на эти брошенные поселки, вот приходишь к такому выводу. Приходишь к такому выводу, что сначала им пообещали что-то, завезли, а потом, когда они перестали быть нужными, их Мгм. выкинули обратно. Вот я Политика. так это воспринимаю. Это мое личное мнение, я могу, так сказать, в данном случае ошибаться, пусть меня расскажут, что на самом деле это не так. Ну, это вообще была социальная катастрофа на Чукотке тогда, в первой половине 90-х годов. И Врангель как раз попал туда. Понятно. Ладно, на этой грустной ноте мы закруглимся, пожалуй, а то у нас ролик будет вообще часа 4. Ну, можно меня порезать, По это мы сериям. просто... Да, 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 да. Я тут тоже, знаешь, мы сегодня записываем весь ролик, я тут тоже наговорилась уже часа на 2, наверное. Вот. Ну, все, будем резать. Ну, можно Вот. делать это в 2 сериях. Я тоже так думаю. И очень рекомендую вот эту вот книжку. Обязательно. Да. Все, спасибо Спасибо. большое. Спасибо за Пока. приглашение. На связи. Будем продолжать. Счастливо. Друзья, я вас хочу познакомить с Верой Вакуловой, нашей подругой, которая предоставила фото и видео и для этого ролика про остров Врангеля, и для другого про ЗФИ, о котором речь будет в описании. Вера каждый год ходит во время навигации на ледоколе. На каком ты судне ходишь? Расскажи, Вера. На судне ледового класса, это не ледокол, научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». Мне надо рассказывать уже? Да, расскажи, конечно. Господи. Здравствуйте. Меня зовут Вера Вакулова, я режиссер, оператор документального кино. Последние годы работаю в основном фотографом, правда. Значит, и на протяжении последних 5, уже 6 лет мы работаем на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов». Это судно ежегодно снабжает труднодоступные полярные станции по всей трассе Северного морского пути. И самой восточной точкой у нас является остров Врангеля в нашем маршруте. И мне посчастливилось бывать на острове Врангеля 2 раза.
В основном это в осенний период, когда уже начинается зима в Арктике, такая уже суровая зима, и полярная ночь уже подкрадывается. Из своего опыта мы были в основном это на метеостанции, на полярной станции на острове, где работают без пересменок полярники на Как ты- протяжении года. То есть, скажи, вот Сомов, он привозит им только припасы, да, или людей тоже? Раз в год есть возможность полярникам совершить пересменку, и судном как раз-таки приезжают новые сотрудники, привозят также продукты и годовые запасы на станцию, и идет пересменка полярников. Люди возвращаются обратно домой на материк, к родным и близким. Вер, скажи, пожалуйста, а что им привозят из еды? Ну, как правило, вообще Сомов ждут, потому что это как кормилец, наши полярники говорят, пришел, и, получается, привозят, как правило, это годовые запасы, это и топливо, и продукты. Из продуктов, что, как правило, привозят, это мясо, суповые наборы, мука, чтобы печь хлеб, там нету продуктовых магазинов и того, что ну, в доступе на материке, на большой земле. Вот. И, как правило, идет полноценное жизнеобеспечение станции. Большой ценностью являются фрукты, которые с трудом, но доезжают до станции. В зависимости от того, какая станция в очереди находится в маршруте, тем больше фруктов, я имею в виду, сохраняется в целости и сохранности. А скажи, вот это судно, которое снабжает и полярные станции, оно всегда ходит с запада на восток, а наоборот не бывает, чтобы начать с острова Врангеля, чтобы ему фрукты... Наоборот, к сожалению, не бывает. У нас навигация начинается с Архангельска, и, получается, мы следуем по маршруту, снабжая все станции, вот, начиная там от Кольского полуострова и заканчивая самой восточной точкой. Обратно у нас как-то не получается. То есть, чтобы вот целенаправленно идти на Врангеле, это Врангеле идти на обратный путь. Единственное, у нас иногда случается так, что мы, если погодные условия очень сильно замедляют или препятствуют выполнять работу, у нас идет смена, меняются местами станции, и мы, собственно говоря, начинаем отрабатывать другую точку, а потом уже возвращаемся обратно к той, на которой погодные условия были не очень хорошие. Вот, допустим, в этом году у нас много было таких ситуаций, когда нам приходилось менять местами станции, потому что уже была такая, уже был ноябрь, уже начиналась зима серьезная, такая полярная ночь уже приближалась, вот, и мы старались как можно быстрее отработать станции, вот, и из-за погодных условий мы меняли местами. Вер, а Точки. что будет, если, например, по каким-то причинам судно не сможет дойти до острова Врангеля? Они смогут еще одну зиму на оставшихся припасах протянуть? Ну, на самом деле, если мы говорим про продукты, однозначно нет, потому что продукты рассчитаны именно на год, и, как правило, на станции работает не один человек, а несколько сотрудников, и это заповедник, там какая-либо охота или рыбалка, она категорически запрещена. Соответственно, на остров обязательно нужно привести снабжение, потому что если этого не произойдет, станцию будут вынуждены закрыть, законсервировать. А это очень плохо, потому что если не будут передаваться данные, то и прогноз погоды, и синоптики не смогут спрогнозировать более подробно. Чем больше станция работает одновременно, тем лучше поступают данные, и лучше идет обработка информации. Вер, а вот ты когда первый раз увидела этот остров, ну ты же много островов видела, да, арктических? Да. Вот, Врангель, он какой? На самом деле, Врангеля, во-первых, это же заповедник, и туда попадают единицы. Это действительно большая удача оказаться там. И в первый раз мы с трепетом просто ждали, когда мы уже, причем мы еще шли, был такой сильный шторм, это был 2019 год, глубокая ночь, к нам прилетели полярные совы, с нами вместе, как безбилетники, добирались до острова Врангеля, сопровождали нас. Они, причем, прилетело, это штук 5, наверное. И сидели на лопастях вертолета, перелетали там с бака на корму, и, в общем, это было, конечно, очень интересно. Потом, получается, когда мы приблизились к острову Врангеля, первое, что бросается в глаза, это красивый заснеженный берег с этими обрывистыми скалами, сопками,
И когда мы прилетели, действительно огромное количество белых медведей. Я была просто в восторге, потому что у меня есть даже снимок, где на одном кадре, по-моему, там 9 медведей у меня за раз получилось сфотографировать. То есть действительно этот остров богат на животных, причем ну, на краснокнижных, то есть ради чего, собственно говоря, фотографы и стремятся туда попасть. Ну, не только фотографы, но и ученые. Это действительно уникальное место, куда люди стремятся. Один раз нам повезло, мы вместе с учеными, сотрудниками Института Арктики и Антарктики пролетели вдоль острова Врангеля. Это тоже было одно из таких вот запоминающихся моментов, потому что мы пролетали вдоль обрывистых берегов, вот этих скал, запорошенных снегом, и вот эти фьорды, они просто ну, захватывали дух. Причем, когда ты сидишь в открытую дверь вертолета, смотришь на это все, на эту всю красоту природы сверху, и это было как-то вот, ну, завораживающе, захватывало дух. Ну, конечно, к сожалению, у нас работа в основном проходит на полярной станции, и мы не имеем возможности познакомиться с заповедником ближе. То есть у нас в основном вся работа ведется на снабжении полярников, и, как правило, это на острове Врангеля занимает 4-5 часов. Вот, то есть очень короткое время, за которое очень хочется увидеть все и запечатлеть как можно больше. Издалека один раз повезло и увидели овцебыков, которых, кстати, тоже, получается, где-то в 2010 году завезли тем же самым судном «Михаил Сомов» для увеличения популяции на острове Врангеля. Их везли, получается, на судне и доставляли на остров Врангеля. Вот это да, ничего себе. А я не рассказывала? Даже фотки есть, Откуда кстати. Откуда их? Они же не из Арктики, правильно? Не всю же дорогу. Нет, то есть, слушай, вот здесь вот я тебе врать не буду. То есть вот у меня есть просто фотографии, мне показывали фотографии, что в 2010 году этих овцебыков везли, они ехали на палубе судна, вот, и их доставляли именно в заповедник для того, чтобы увеличить их численность на острове Врангеля. Вот, и они очень хорошо обосновались, у них все хорошо. Ну да, их еще в Да, 70-е, как я читала, они когда-то там были, ну вообще вместе с да, нами еще жили. Вот, их да, антропометрировали, они себя там прекрасно чувствуют с белыми медведями, со всеми да. там гражданами. Итак, на связи с нами была Вера Вакулова, полярный фотограф и режиссер, и я надеюсь, мы еще не раз с ней увидимся. Пишите вопросы к ней, если хотите, мы ей зададим потом, да, Вер? Вера вернется из теплых краев на этот раз и ответит на ваш вопрос. Спасибо, Вера, пока. Пока. Счастливо. Я уже столько всего наговорила в этом ролике, что сил моих нету. Но я не могу не поблагодарить подписчиков, которые нас поддержали донатами. Это 2 человека. Люди, спасибо вам большое, нас это очень вдохновляет. Это говорит о том, что мы делаем действительно какие-то нужные, интересные вам вещи. Вот. И один из подписчиков подарил мне большую прекрасную книгу «Нансенс в фотографиях» издательства Паулсон. Вот. Я ее сейчас изучаю, читаю и надеюсь, что она мне очень поможет при записи ролика, большого ролика, не менее большого, чем этот, про Фритьофа Нансена. До встречи, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, донатьте в конце концов.